Украинцев предупреждают о психологических операциях оккупантов. Стала известна дата начала переговоров о вступлении в ЕС и авиабомба, прилетевшая в микроавтобус с гражданскими. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Глава военного кабинета НАТО говорит, что Альянс готов к противостоянию с РФ. Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего. Москва вкладывает ресурсы в усиление информационно-психологических операций. Фиксируем разные фейки по уничтожению плотины, которые запускает враг, а также утверждение, что Украина полностью останется без света. Вся эта информация не соответствует действительности. Свиная почка, пересаженная человеку, это прорыв в медицине и спасенная жизнь. Размер свиной почки был точно таким же, как и человеческой. И несмотря на пациента, поскольку у него было развитое сосудистое заболевание, процедура прошла хорошо. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно. Поехали. В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве вооруженные люди в камуфляже открыли огонь. На момент записи видео известно о более чем 170 пострадавших. Число погибших пока неизвестно. По разным оценкам от 20 и больше. Нападавшие стреляли просто повсюду, стараясь зацепить как можно больше людей. В конечном итоге концертный зал был подожжен. Именно в это время в комплексе начинался концерт рок-группы «Пикник», довольно известной, поэтому людей там должно было быть много. В общем, количество посетителей Крокуса оценивают в 6-7 тысяч человек в этот вечер. Полиция после штурма вроде как отчитывалась о задержаниях, но пока точной информации нет. Известно только о том, что они били журналистов у входа в ТРЦ. Дмитрий Медведев и Мария Захарова уже обвинили Украину. Совет Федерации вроде как тоже обвинил именно Украину в совершении этого нападения. Украинское главное управление разведки говорит, что этот теракт более выгоден Путину и проведен представителями ФСБ. Будем ждать деталей. Российский дрон попал в микроавтобус в Черниговской области. 3 гражданских пострадало, пишет об этом глава областной военной администрации. Еще пишет о нескольких взрывах в области. В результате попадания 3 бомб в военную базу уничтожено 650 иностранных наемников-неонацистов, 8 Брэдли и 3 F-16, так скажут Россми. Относительно реальной обстановки уничтожено здание культуры, ранены 2 гражданских лица, помощь оказывается. Россияне продолжают обстрелы не только областей, в которых ведутся активные боевые действия, но и областей, где их интенсивность снижена. В том числе и северные области Украины постоянно под ударами управляемых авиабомб и артиллерии, хоть Россия и не собирается оттуда наступать через Сумскую или Черниговскую области. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей. Генерал отмечает, что как только ВСУ получат преимущество в воздухе, они не дадут вражеским самолетам подлетать так близко для нанесения удара. К слову, в Кремле придумали объяснение такой массовой атаки по украинским энергетическим и гражданским объектам. Российская Минобороны написала у себя в телеграм-канале, что все это ответ на рейды российских добровольцев из Сибирского батальона, Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса. В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения вооруженных сил Украины и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты. С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов, вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.
В результате ударов были поражены центры принятия решений Вооруженных сил Украины, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. То есть все это удары возмездия и только по военным объектам. Члены НАТО потенциально готовы к противостоянию с Российской Федерацией. Об этом говорит глава военного кабинета Альянса. Говорит, в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне, потому что враг решает, когда и где они вас атакуют и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась, говорит глава военного кабинета НАТО Роб Бауэр. Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего. Готовы ли действительно страны НАТО к конфликту с Россией, мы спросили у эксперта. Эстония и Латвия в курсе, что они готовы к атаке со стороны России. Я думаю, что там много еще вопросов нужно решать, потому что россияне тоже не стоят на месте и так далее. Или, например, то, что россияне поставили рэп «Красуха» в Калининграде и сейчас глушат уже связь и GPS в Балтийском море. Это уже начало атаки на НАТО или не начало атаки на НАТО? То, что они глушили вон GPS, когда летел министр обороны Великобритании, ядерного государства, это уже начало атаки ЕС на страны НАТО или не начало атаки? Поэтому очень пока такое расплывчатое заявление, потому что фактически работу по защите от России сейчас исполняет Украина за все НАТО. Относительно вступления в НАТО, я считаю, что пока Украина не выйдет на границы 91 года, речь о вступлении в НАТО идти не будет. Но интеграция в натовские структуры, она в принципе уже идет. Взаимодействие штабов, новое вооружение, опыт, ВПК и так далее, и так далее. Даже господин Макрон уже заявил о том, что он, в принципе, не исключает появление французских войск официально на территории Украины. Ну, это фактически уже заползание в НАТО, только оно так еще не называется. Начало переговоров о вступлении в ЕС, дата и соответствующие рамки будут утверждены в июне. Об этом, как утверждает украинский вице-премьер, есть джентльменская договоренность. Мы не видели преград, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция и сама переговорная рамка будут утверждены в июне. К тому же украинский вице-премьер говорит, что она спокойна по этому поводу, ведь даже на заседании Европейского совета были даны соответствующие инструкции соответствующим министрам о начале подготовки к переговорам. Значит ли это, что Украина уже на пути в Европейский Союз? Вряд ли. А что такое джентльменская договоренность в политике, пока загадка. Россия пытается посеять панику среди украинцев после каждого массированного обстрела. Об этом пишет глава Офиса президента Украины и Силы обороны Юга в своем телеграм. Фиксируем разные фейки по уничтожению плотины, которые запускает враг, а также утверждение, что Украина полностью останется без света. Вся эта информация не соответствует действительности. Глава Офиса украинского президента говорит, что враг вкладывает большие ресурсы в увеличение количества подобных панических новостей. Что это могут быть за новости и разве украинцы не привыкли к плохим и очень плохим новостям? Мы это тоже спросили у экспертов. Не следует недооценивать россиян. Они очень, касаемо пропаганды, они большие мастера. Они понимают, что все-таки какое-то эмоциональное выгорание в Украине есть. Да, они знают, что есть некая усталость. Они пытаются это все драматизировать, усиливать, гиперполизировать, сеять панику и так далее. Но если вы заметили, я тоже заметил по своему окружению, многие эту зиму, например, более тяжело переживали, чем, например, предыдущую, когда, атаки, при том, что атаки в Киеве, например, атаки на энергетической инфраструктуре прошлой зимой были значительно сильнее. Они начались еще в октябре. Были отключения света,
было сложно, отопление где-то и так далее, были удары и так далее. А вот эта зима как-то она тяжелее переживалась чисто эмоционально, и россияне об этом знают, хотя таких вот ударов, например, по Киеву не было. Вот, и фактически электричество не отключалось. И поэтому в данном случае, конечно же, россияне будут пользоваться этим, находить новые точки, потому что они понимают, что Украину победить на поле боя фактически невозможно при тех ресурсах, которые есть. Поэтому они делают ставку на обрушение страны в середине. Прорыв в области донорства органов. Врачи из Бостона провели первую в мире операцию по пересадке почки. Ну не просто почки, а генетически модифицированной свиньи. И пересадили ее 62-летнему мужчине с последней стадией заболевания почек. 4-часовая процедура стала первой в мире подобной операцией. Размер свиной почки был точно таким же, как и человеческой, и несмотря на пациента, поскольку у него было развитое сосудистое заболевание, процедура прошла хорошо. После восстановления кровотока в почках, почки сразу же заработали и начали выделять мочу. Когда мы увидели быстрое выделение мочи, все в операционной разразились аплодисментами. Это была действительно самая красивая почка, которую я когда-либо видел. По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и скоро будет выписан. Пациенту с новой свиной почкой ранее была пересажена человеческая почка от умершего донора в 2018 году. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция, поэтому не медлите и пишите, лайкайте, подписывайтесь. В общем, все, что позволит YouTube понять, что это видео стоит кому-то показать еще. Но у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.